Вы в прямом эфире. Здрасте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Это все? Нет, это не все. Меня зовут Ирина. Очень приятно, Михаил Александрович. Знаете, у меня ребенок учится в 8 классе, и он вернулся из школы. Нам предложили пройти тест по профориентации, что мы, собственно, совместно и делали. Я хочу обратить ваше внимание на вопросы, например, да? Угу. Это первый тест, это было логическое мышление, я немножко помогла, да? А второй тест ребенок выбрал блогерство, то есть как будто он блогер, и последовали, например, вопросы. А постериори, что это? Ну вот синоним найдите слово. Я знаю априори, да? Ребенок в 14 лет не обязан знать философские понятия. Ладно, неправильно ответили. Следующий вопрос, например, был. Вербальная коммуникация. Какие из ниже перечисленных современных профессий вы могли бы использовать вербальную коммуникацию и список? Я говорю, выбирай медиатор. Да? Ну, медиатор это как раз вот то, кем вы работали, я так понимаю, да, в Израиле. Это еще такой предмет пластмассовый, который гитаристы держат. На гитаре играют. Да. Я говорю, сыночек, понимаешь, есть такая пластмасска на гитарке играть, но здесь идет речь о другом. То есть я помогла. Кто составляет эти тесты? Ребенку 14 лет. Обкуренные люди, нетрезвые. Нет, ребенку 14 лет. Он не обязан знать Иммануила Канта априори и апостериори, и кто такой медиатор. Не что такое медиатор, а кто такой медиатор. Так вот, я его успокаивала, потому что ребенок немного нервничает, и говорит, успокойся, да, то есть, мы там делаем, что там сказали. Я помогу тебе, потому что мой уровень знаний неким образом выше твоего. На этом мы разошлись, я говорю, пойдем. А что так переживаете из-за того, что знаете? Это же всего-навсего тест, это опросник по профориентации, ничего ему не дающий. Не-не-не, понимаете, он логический тест прошел, там все, вы там это логик, там вам надо войти в эти темы там инженерные, супер. А здесь он что-то вот такие вопросы сложные. Вы знаете, вот какую я еще проблему вижу в этом тесте? Медиатор это ведь не русское слово. Тест дается в России на русском языке. На русском языке есть слово «посредник», конечно. Я понимаю, когда вы не можете сказать по-другому. Например, мы все употребляем слово «парикмахерская». Мы не говорим какая-нибудь стрижальная, да, волосальная. Не принято. Мы говорим «парикмахерская». Но слово «медиатор» имеет абсолютный аналог. Поэтому, кроме того, что они выпендриваются, когда такие тесты создают, мне других идей нету. Они должны были написать «посредник». Спасибо, я просто озвучила, что сейчас с детьми нашими делают. Спасибо вам за звонок, раз мы такую тему затронули про профориентацию, а в 90-е годы это было очень модно, открылись центры по профориентации. Значит, чтобы вы зря голову себе не ломали, дорогие родители, я вам, как вместо центра по профориентации, в 2 словах все расскажу. Итак, у человека есть 3 выбора. Работа с людьми, работа с бумагой и работа с механизмами. Внутри этих 3 выборов есть еще масса других выборов. То с людьми вы можете работать палачом в морге, преподавать и так далее. Работа с механизмами более конкретно, это инженерная работа, хотя она бывает и головой, и руками. То есть вы можете работать как инженер. Это раньше, когда были эти тесты, люди же вручную чертили там, такая доска была, так Кульман она называлась, логарифмическая линейка, сейчас этого ничего уже нету. Но работа с бумагами это такая канцелярка обычная, да, когда вы там в паспортном столе работаете, как это центр госуслуги, одно окно и так далее, бухгалтерия. Короче говоря, внутри вот этих вот бумага, механизмы и люди есть еще миллион выборов. Я скажу крамольную вещь. Совсем недавно во всем мире, слушайте внимательно, в объявлениях о работе убрали статью образования. Александр, вам-то поздно сейчас радоваться. Да и мне поздно радоваться. То есть образование не является критерием вообще ничего. Так, дети отошли на расстояние? Хорошо. Еще раз медленно. В объявлениях о трудоустройстве на работу требуется вот таких объявлений.
перестали писать образование во многих странах мира. Притом не в африканских странах, где проблемы с образованием, а в американских странах, где его очень много. Так вот, почему люди, работодатели, перестали интересоваться образованием ваших детей? Потому что самые богатые люди в этом мире вообще его не имеют. Я имею в виду, например, Цукерберга, я имею в виду второго красавца из IT, не Стива Джобса, который только что была реклама про, этот самый, второй, как он, ныне здравствующий. Забыл. Тим Кук? Нет, из тех, кто сейчас живет, которые вот не эта система, не Apple, не iOS, а это Android, как его зовут? Нам сейчас подскажут, если что. У нас такие слушатели, Александр, я еще только подумать не успеваю, люди уже пишут ответ. Ну вот, у него тоже нет образования высшего, они потом получили, не в смысле доучились, а типа почетные там выпускники Гарвардов и Оксфордов. На самом деле, в связи с тем, что интернет забивает все, что информация существует в разных видах... Билл Гейтс. Да, Билл Гейтс, спасибо огромное. А кто эти добрые люди, они подписываются? А их прям уже целых 11 штук. Ну, видимо, я туплю, поэтому это не сложно было. Не смогу всех перечислить. Да, Билл Гейтс. Ну вот, они там догнали это образование. Далее, 60% миллионеров США вообще не имеют высшего образования. Им мне очень нравится Билл Гейтс, Андрей Челябинск. Такой Билл Гейтс, запятая, Челябинск. Ну, как бы из Челябинска. Вот. Кто знает, может быть. Да. И я хочу сказать, что вот что такое ценность образования. Для меня, я, так сказать, еще старой школы человек, образование — это какая-то базовая история, в которой, например, в Чикагском университете, на факультете математики 1,5 года изучают, по-моему, литературу и даже, по-моему, анатомию. Но это как бы считается крутое такое, хорошее базовое образование. Но мы изучали не литературу с анатомией на психфаке, а мы изучали научный коммунизм, историю КПСС и остальную хрень, включая физкультуру. И вот нынешний человек, который собирается там деньги зарабатывать, во-первых, он информацию черпает из интернета. Притом очень утилитарно и конкретно по делу. Он не будет слушать лекции. Это самое, был у нас такой в моем детстве парень, ну, это маминой одноклассницы сын. Ну, такой мальчик вундеркинд. Он на Мехмат в МГУ поступил, вообще не сдавая экзаменов. Он принес туда мешок статуэток выигранных международных олимпиад по математике. Они, когда увидели, его просто сразу зачислили на Мехмат. Но к 3-му курсу он выучил японский язык и стал читать учебники по математике японские. А это был примерно год, 75-й, 76-й, где-то вот так. И он пришел на занятие в МГУ и сказал: а что вы нам читаете? Дайте я вам расскажу, как в Японии преподают на 3-м курсе математику в городе Токио. Вот, его отчисляли за хамство. Папа за него, его папа вступился. Еле-еле парня оставили. А это, на минуточку, было, знаете, когда? Это было больше 30 лет, 40 даже почти лет назад. То есть это тогда уже пробивалась эта история, что, может быть, оно так и не надо. Но во всем мире университеты пытаются, конечно, перестроиться, давать конкретное образование. А в России есть у нас первое место для иностранцев. Для иностранцев наше самое лучшее учебное заведение — это Вышка, Высшая школа экономики. Вот, недавно я, кстати, там был, на факультете дизайна. Ну, он как бы отдельно такая, у них школа дизайна есть. Ну вот, короче говоря, получается очень непонятная вещь, что в цивилизованных странах, именно в цивилизованных, при приеме на работу перестают писать образование, потому что и не очень-то им интересуется. Но при этом мы оба понимаем с вами, вы, я имею в виду, и тот, кто меня сейчас слушает, что есть такая специальность, которая без образования невозможна. Интернет не поможет. Это медицина. И я лично, и вы тоже не пойдете к врачу, который в интернете чему-то научился. Это музыка. Потому что, не занимаясь музыкой конкретно, вот практически, да, не играя на инструментах,
или если вы вокалист, то не занимаясь вокалом, вы не научитесь практически качественно. Хотя теоретически можно, это не медицина, но тем не менее. То есть я думаю, что есть специальности, которые обязательно требуют образования, очень наукообразной специальности, какая-нибудь там, может быть, биохимия, тот же мехмат, какие-то космические программы. Я, кстати, когда был подростком, у меня, первая любовь, она была для меня старухой, потому что мне было 15, а ей 22. Она училась в МАИ, Московский авиационный институт, на факультете ЛА. Факультет ЛА – это летательные аппараты. Александр, как вы думаете, о чем идет речь на факультете летательных аппаратов? О каких аппаратах вы думаете? Что в голову приходит, когда говорят, вот факультет... Девочка, ты где учишься? Я учусь на факультете летательных аппаратов. Это, самолеты. Вы вертолеты, да? Нифига. Да. Это ракеты земля, воздух, земля. Да. Папа серьезно? Да, ее папа работал у Королева в КБ. И потом, когда я подрос и закончил школу, у меня опять появилась тусовка из МАИ, и опять там были девочки, и опять девочки учились на факультете летательных аппаратов, занимались, потом одна из них уже в ЦУПе работала, в Центре правления, а так они, конечно, обороной занимались, делали вот эти всякие ответы на першинге наши. Наверное, вот такие специальности, конечно, будут требовать образования нормального и традиционного. Но очень много вещей, где требует. Потом есть такие истории, я не хочу, это будет 115-я рассказка, но уже просто она надоела всем. Про великих людей, которые в школе или вообще не учились, или оставались на второй год, или просто были дебилами. Но один из дебилов — это Нильс Бор, лауреат Нобелевской премии. И это, кстати, не языком чесать, как я сейчас. Это он не в области литературы, он в области физики. То есть то, что как раз требует образования. Его признали, сказать, что он просто идиот. Потом великий я как только дохожу до фамилии, меня сразу пропадает вся память, кто электричество у нас изобрел. Серьезно, Александр, смотрю, тоже смотрит меня ясным глазом. Слушайте, но у нас есть прекрасный Эдисон, Томас. На лампочку изобрел. Да, лампочку, да. Так вот, Томас Эдисон, это тоже известная история. Мама, приготовьте носовые платки. А его мама, директор школы написал ей письмо, что ваш сын полный дебил, мы его учить не будем, найдите ему другую школу, у вас программа не справляется. Мама пришла домой, вся в слезах, и сказала: сынок, директор школы написал письмо, там написано, что ты гений, и что школа не тянет, не потянет она тебя, что мы настолько, не дотягиваем до твоего гения, что нам попросили найти школу посильнее для тебя. Он это узнал, когда мама уже умерла, разбирая старые письма. И его звали Томас Эдисон, он не только лампочку изобрел. Это я к чему говорю? Известно там про Чарли Чаплина, известно, самое главное, про ученых. Ладно, там Чарли Чаплин. Кто-то из великих ученых, Дарвин, кстати, тоже, по-моему, то ли на второй год оставался, очень был двоечником. Очень много таких примеров. Я про себя скромно умалчиваю. Еле-еле школу закончил. Но я и не Дарвин. Так вот, и не Эдисон. Я хочу сказать, что, друзья мои, вот сегодняшнюю передачу я бы посвятил вот чему. Что дети — это люди живые, тем более близкие вам, родители, люди. Так вместо того, чтобы добиваться от них каких-то никому не нужных знаний в школе, пусть они сами со школы разбираются. Вы бы обратили внимание, как им трудно в подростковом возрасте. У них прыщи, член маленький, грудь не растет, плечи узкие. Ребята не уважают, девчонки не засматриваются. Вот они о чем страдают. А вы им-то возьми, прочитай, что тут написано. Из бассейна 2 трубы вытекают. Вы думаете, это прямо то, чем они живут? Вот, к сожалению, в очень многих семьях конфликты из-за того, что ребенок ничего делать не хочет, а родители прямо от него очень многого ожидают. И конфликты могут вырасти в то, что вы разладите отношения с ребенком на всю жизнь. И когда вы будете стариками, и дети вам не позвонят, не спрашивайте, почему.
Вспомните, что вы делали, когда они учились в 8, 9, 10, 11 классах. И все станет ясно. Дайте по телефону лучше поговорим. Здрасте. Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый вечер. Меня Андрей зовут, из Москвы. Вот вы в начале передачи говорили, что вы приводили примеры людей, которые, не получив образования, добились много профессий. Или, да, плохое образование получили, да. Или плохое образование. Вам не кажется, что эти примеры — это такая немножко ошибка выжившего? Потому что у каждого из нас, наверное, есть, там, не знаю, сосед, знакомый алкоголик Вася какой-нибудь, который согласен, ничему чуть не учился. Да, согласен с вами. Когда приводят примеры успешных людей, вот не таких алкоголиков Вася. Ну да, то есть на миллион второгодников там один имел фамилию Эйнштейн, а остальные спились. Согласен, так. И в связи с этим вообще насколько корректно говорить о том, что образование не нужно, и настраивать там людей слушать или еще кого-то? Рассказываю. Образование нужно в том виде, в котором оно нужно конкретно человеку. Вы на это скажете. А что 10, мы не про 10-летнего ребенка говорим, мы говорим про подростка, которому 14, 15, 16 лет. Типа, а что этот молодой юный дурак вообще может понимать, ему в жизни пригодится и так далее. А в этом смысле, наверное, он многое про себя не понимает. Наверное, родителям виднее. Но дело в том, что само по себе образование, его надо хотеть получить. То есть, в идеальном мире у ребенка должна быть потребность в получении образования. Он должен от этого получать удовольствие. Этого не происходит. Происходят крики, скандалы, битье посуды. На стене висит ремень, которым ребенка иногда бьют за плохие оценки. Если вы считаете, что эта реальность гораздо здоровее, потому что образование есть необходимость, вот я придерживаюсь другой точки зрения. Я, кстати, не говорю о ненужности образования. Наверное, меня не совсем правильно поняли. Я говорю, кстати, это не моя идея когда пишут про устройство на работу, не писать образование. То есть работодатель сам не пишет это в заявке. Это, так сказать, они делают. Лучше у них спросите, почему им это не надо. Теперь, образование нужно, потому что это прекрасные годы, которые ребенок проводит с другими детьми. И, кстати, если мы говорим об университетах, то одно из самых главных достоинств хорошего университета – это хорошая тусовка. А там какая-нибудь Лига Плюща, например, все эти Гарварды – это все прекрасная тусовка. Но, к сожалению, очень многие родители, собственно, из-за них я эту тему поднял, они фанатично заставляют детей под давлением любой ценой выбивать оценки. Я вообще не агитирую по поводу того, нужно образование или нет. Это вообще не мое дело. Это делают родители и детей, когда они или выбирают образование, или выбирают вообще учиться им или нет. Я вот о чем говорю. Я говорю о том, что не хотелось бы, чтобы это портило жизнь в семье. А я, так как очень, и психологом лет 40 работаю, 10 лет я в школе работал, я понимаю, что во многих семьях идет война натуральная. Идут крики, идут скандалы, проверки уроков, проверки портфелей. Детей заставляют, во-первых, воспитывая отвращение к учебе, а потом есть еще такая тяжелая проблема. Когда ребенок заканчивает школу, родители сами находят, где он должен учиться, потому что им виднее. Ребенок 5 лет занимается тем, что он не хочет делать, потом он начинает работать, и потом он приходит к психологу и говорит: мне 30 лет, я никогда не любил свою специальность, но я потратил столько времени, я 5 лет учился, я 6 лет работаю, вот что мне делать? Уйти, а куда я уйду? А другого образования у меня нет и так далее. Я хочу сказать, что пусть дети сами решат, чем они будут заниматься, а пока они ничем не занимаются, пусть они работают. Это прекрасно. Дочь 15 лет просит сделать пирсинг на языке. Мы не разрешаем. Правильно ли мы делаем? Лана из города Челябинск. Вы делаете правильно в том смысле, что вы родители, отвечающие за детей несовершеннолетних, и вы имеете право ребенку отказать в том, что, по вашему мнению, может нанести ущерб его здоровью. Дело в том, что разрывы тканей слизистой оболочки языка
плюс и народный предмет, находящийся в языке, может всякие, я не знаю, там, до новообразования привести. Поэтому это не такая безобидная вещь. Как любая травма и кожного покрова, и уж тем более насквозь же язык прокалывается. То есть это, может быть, прикольно смотрится в подростковом возрасте, но вы, как родители, наверное, волнуетесь за здоровье ребенка. В этом смысле вы правы. Ребенку утешьте так, когда она родит своих детей, а пусть она над ними тоже так же изгаляется. Или просто подожди 3 года и делай, что хочешь, да? Но это святое дело. И лучше вообще уходи из дома. Да. Знаете, как говорят, мама, я все поел, поэтому мы хотим с отцом, чтобы ты съехала от нас. Мам, я в магазине, что купить? Купи себе квартиру, дебил, и съезжай уже. Давайте еще одно сообщение почитаем. Добрый вечер. Меня зовут Светлана, моей дочери 13 лет. Учится она хорошо, хотя часто жалуется на школу. Часто говорит, что когда станет взрослой, не будет выходить замуж и заводить детей. Нужно ли придавать значение этим словам, или это нормально? Ну, в этом подростковом возрасте и это нормально, и война с мальчиками нормально. А ненормально, если у вас дома очень плохая семейная обстановка, на ваш собственный взгляд, и нежелание иметь семью и детей в будущем у ребенка вызвано именно тяжелым положением вашей родительской семьи. Алло. Добрый вечер, вы в эфире. Что такое-то прямо у нас со связью? Алло. Да, здравствуйте. Да, здравствуйте. Меня зовут Светлана. У меня следующий вопрос. У меня дочка 13 лет. Она очень увлекается аниме, просмотром аниме. Она их потом еще рисует главных героев, очень увлечена этим. Но аниме бывают разные, и я чисто физически не могу пересмотреть все аниме, за которые она тоже смотрит, чтобы оценить степень качества данного мультфильма, если можно так назвать. Скажите, насколько это вообще опасно для подростковой психики, просмотр аниме, и ребенка ограничить в этом просмотре? То есть если мы начинаем ставить какие-то ограничения, она очень из-за этого расстраивается. А расстраивается, получается, конфликт. Как бы этого всего избежать, но при этом ее в этом ограничить? Я про аниме ничего сказать не могу. Я, в отличие от вашей дочери, его никогда вообще не видел. А если там есть какие-то неподобающие возрасту эпизоды, наверное, то, наверное, смотреть это не надо вообще. Если это безобидная детская вещь, но ребенок сильно увлечен, да ради бога. Потому что ребенку в этом возрасте надо чем-то быть увлеченным, потому что в школе вообще мало кто увлечен. Тем не менее, я бы ограничил количество времени просмотра в будние дни до 1,5 часов. И выходные до 4, и это жестко, это без скандалов, без торговли, так или никак. Чтобы у ребенка не было зависимости от этих просмотров. Да. Михаил, подскажите, то, что мы вводим эти ограничения, то есть мы уже ограничили экранное время в телефоне, не даем ей больше, чем нужно этих просмотров, вообще соцсети. Это, да, вот правильно, конечно. Полтора часа, притом 1,5 часа, включая делание уроков в интернете. То есть, если ребенок говорит, а мне задали уроков тоже в интернете, я почему? Мне дают всего 1,5 часа, час я делаю уроки. Знаете, что скажите дочке? Быстрее сделаешь уроки, больше поиграешь. Вот и все. Потому что дети могут стать зависимыми. И уже в России тоже открыли центры зависимых лудоманов, игрозависимых. Это большая проблема, особенно для тех детей, которые, как одна мама спрашивала про тест, имеют проблему с вербальной коммуникацией. Если у ребенка проблемы с коммуникацией, то он будет погружаться в параллельный мир интернета. А я хочу тоже прочитать. Волнуюсь за дочку, учится в Китае 2-й год. И, короче говоря, она старается, но тревожится. Как я могу помочь? Поддержать и сказать то, чему посвящена сегодняшняя программа. Доча, мы тебя любим любой, как бы ты ни училась. Главное, чтобы ты была счастлива. И все. Здравствуйте. Алло. 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 Добрый день. Добрый. Меня зовут Влада. Я из Москвы. Да, Влада, пожалуйста. Я хотела вам рассказать про то, как учителя издеваются над детьми.
Потому что мне кажется, что учителя стараются на наших детях заработать деньги. Ну, вы конкретно же пример думают... имели. Учителя, во-первых, разные. Расскажите конкретно, что произошло? Конкретно. Назначают 8-й урок, который не вписывается в максимальное количество часов, которое должно быть у ученика определенного класса. Сын у меня там в 8 классе учится. Там, по постановлению санитарного врача должно быть максимум 32 урока в неделю. Так. А у ребенка 40 уроков в неделю. Потому что учителя получают деньги за каждый новый час, правильно? Да. Понятно. Спасибо, И что... это, конечно, очень сильно расстраивает. Сегодня разговаривала с сыном. Он мне говорит: мам, ну ты же можешь посмотреть мои оценки? Я говорю: да не буду я их смотреть. Ты же учишься для себя, не для меня. Вот вы не мама, а образец материнский. Ведь, наверное, хорошо парень учится, да? Нормально он учится. Вот, дорогие родители, вот вы боитесь, что вы контроль потеряете, и ребенок пойдет по наклонной. Может, и пойдет, а может, и не пойдет. И чем быстрее вы этот контроль уберете, желательно вообще с 1 класса, тем ребенок будет более самостоятельный, более взрослый, более ответственный. Он сам будет распределять время. А у меня очень простое правило. Я хочу с вами поделиться. Вы ребенку говорите: если школа нас не трогает, то мы считаем, что все у тебя хорошо. А если школа трогает нас, мы трогаем тебя. Если нас вызывают, у тебя тоже начинаются проблемы. Вот, например, здравствуйте, моя дочь ходит в 9 класс. Приходя домой, она отказывается мыть посуду, говоря, что ее одноклассники этого дома не делают. Я не знаю, что ей говорить. Она всегда ставит других пример. А я знаю, что ей сказать. Например, она идет завтракать. У нас есть 2 варианта. Она сама себе готовит, или она ест из грязного. Мой любимый, она ест из грязной тарелки. И она говорит: мама, тарелка-то грязная, фекалиями воняет со вчерашнего дня. Почему ты мне дала в такой тарелке? А мама говорит: тебе не нравится? А ты помой ее, и она будет чистой, и вонять не будет. И никаких скандалов и разборок. Я считаю, один раз сказали, вот так работает, как часы. От Кати сообщение. Нужно ли будить ребенка в 8, 9 или 10 утра, если ребенок учится на семейном или во вторую смену? Или же нужно давать выспаться? Не сместит ли это режим на бодрствование ночью? Значит, у ребенка есть свои нормы. Вы можете их посмотреть, там есть таблицы. В каком возрасте, сколько часов должен спать ребенок. В любом случае, не менее 8 это 100%. И он должен высыпаться. И эти 8 часов должны приходиться на ночь, а не на утро, и тем более не на день. Вторая смена — это зло. Но, тем не менее, ребенок не под утро приходит со второй смены все-таки. Он приходит там часов 7-8. А многие люди с работы во столько приходят. Поэтому он должен вставать утром, но не надо каждый раз превращать в каторгу и всем его будить. Надо сделать так, чтобы он сам вставал. Тут много есть возможностей. Вам просто надо научить ребенка своего ориентироваться во времени и просыпаться в одно и то же время. Если ребенок выспится, он и так встанет сам. А если семейное обучение, тем более нужно, чтобы у него был какой-то режим. Иначе ему будет тяжелее. Звоночек? Здравствуйте. Алло. Да, здрасте. Здравствуйте, Михаил. Вопрос у меня такой. Меня Елена зовут. У меня сыну 14 лет, и он как бы из тех детей, которые, про которых учителя говорят, что очень талантливый, если бы работал, если бы учился, был бы там супер отличником и так далее, но учиться он особо не хочет. И вопрос состоит в том, что вот вы говорите, что ограничивать компьютер нужно до 1,5 часов в идеале в день, в будни. В будни, и 4 часа выходные. Да, но смысл в том, что вот вы говорите, что особенно для детей, у которых проблемы с коммуникациями, у ребенка нету абсолютно этих проблем, то есть все у него в этом смысле нормально, но смысл в том, что он говорит, что он хочет иметь профессию киберспортсмен. Если вы знаете, сейчас это достаточно популярная тема. И как он мне говорит, и причем с кучей аргументов и так далее, что я начинаю уже сама сомневаться, что настоящие киберспортсмены обязаны тренироваться по 8 часов в день. Это минимум.
И так получилось, что как бы ему 14, компьютер мы купили только на этот день рождения, этой весной. И до этого у него его не было, ну, как бы был периодически ноутбук, который слал, то есть и телефон у него кнопочный, с которым он ходит в школу, и до этого был телефон, может быть, год, который с выходом в интернет. Но в целом у меня ощущение, что поскольку все дети вокруг играли всегда с 1 класса, а у него этой возможности не было, и, грубо говоря, как будто бы он это наверстывает сейчас. Раньше он гулял и вытаскивал своих друзей гулять. Сейчас появился компьютер, они общаются же в интернете, да, то есть все общение происходит в интернете, они играют в тренировки. У нас, к сожалению, сейчас пауза. Я вам обязательно отвечу сразу после этой паузы. Во-первых, хочу сказать, что только не передумай, чтобы тебя компьютер не забирали. Киберспортсмен, вы так сыну и скажите. Есть кибералкоголики, кибернаркоманы, у них у всех спорт. У них только одна проблема, они соскочить не могут, у них зависимость есть. И я предполагаю, что у некоторых киберспортсменов она тоже существует. Поэтому, так как вы отвечаете за ребенка, и вы бережете здоровье ребенка, то пока он еще ребенок ваш, несовершеннолетний, вы отвечаете. А когда он будет взрослым, он может вообще спать с компьютером и принимать участие в чемпионате мира по киберспорту. А стоит ли нагружать ребенка с детства посещением большого количества секций? С 3,5 лет английский изучаем, ходим на карате, в академии танцев, большой теннис. Ребенок ходит с удовольствием, не сорвется ли у него психика. Но вы знаете, какое дело? Это так называемый заорганизованный ребенок, потому что у него все время что-то происходит. Я считаю, что у любого ребенка около 2 часов в день должно быть свободного времени, чтобы ребенок сам научился себя занимать. Иначе, будучи взрослым, он может себе быть настолько неинтересным, что ему будет скучно, одиноко, он будет чувствовать, что он одинокий человек, что он боится одиночества, потому что это же все то, что вы рассказываете, он является пассивным существом в этой истории. Он приходит и его развлекает английским, карате, танцами, теннисом. А надо, чтобы он все-таки сам. Поэтому, если он ходит с удовольствием, пусть ходит, конечно, но не злоупотребляйте. Что делать, если 16-летний ребенок лезет в мои с мужем отношения? Она смотрит ваши лекции, мне теперь говорит, что я токсичная, и каждый конфликт мне диктует, что делать. Во-первых, она не мои лекции смотрит. Я слово «токсичный» сам не перевариваю и не употребляю. Я говорю там нездоровые отношения, невротические, но не токсичные. Мне лично режет глаз и ухо слово «токсичный», поэтому она какие-то еще лекции смотрит. Вы должны сказать, что вы не хотите обсуждать с ребенком отношения взрослых, и эта тема, так сказать, не обсуждается. И в то же время я хочу обратиться к родителям, которые вроде бы взрослые, должны понимать такие вещи, но, видимо, что-то не догоняют, которые постоянно жалуются друг на друга детям. И отец твой, и как я с ним живу, я не хочу употреблять слова. Да, мать твоя, категорически нельзя, чтобы дети влезали в отношения взрослых, или взрослые посвящали детей в свои разборки. Ну, может быть, еще один звоночек? Говорите, пожалуйста. Пожалуйста, здравствуйте. Алло. Да, говорите, пожалуйста. Меня Алексей зовут. Так. Михаил, добрый вечер еще раз. Здравствуйте. Неожиданно получилось. Вот, хотел спросить, значит, повел ребенка 1 сентября в садик. Было все хорошо, даже на удивление, все спокойно, зашла в группу без слез. Так на протяжении нескольких дней. Потом ребенок начал плакать, то есть не хочет идти в сад уже. И немножко начинает истерить. Я его вроде начинаю уговорил, пришли в сад. Все, значит, пришли в сад, начинает плакать. Я, ладно, хорошо, беру ее с собой, иду в группу, сижу в ней. То есть по принципу вашему, что надо с ребенком побыть. Так. Я там, значит, с ней нахожусь, она вроде успокаивается, начинает заигрываться, я потихонечку ухожу, но слышу потом, что она начинает плакать. Угу. В общем, опять это так продолжается несколько дней. Так. Потом в следующий раз она уже совсем не хочет идти в садик. Я уже с ней на руках, уже там со слезами на глазах мы приходим в группу, она уже в группе начинает плакать. Я говорю, ладно, хорошо, давай я с тобой еще посижу. Но уже она начинает сидеть со мной и никуда не уходит.
Вопрос. В итоге приходится применять дедовский метод, отдавать ребенка все-таки... 30 секунд у нас буквально. Вопрос, пожалуйста. Все, вопрос, что делать дальше, как вообще с ребенком дальше в садик ходить? Ну, то есть... Во-первых, надо выяснить, из-за чего ребенок плачет. Там, может быть, она ударилась, может, они подрались, у нее отняли игрушку. Если она ни на что не жалуется? Ни на что не жалуется. Самое главное... Ну, да, тут уже не успею ответить. Если вам разрешают находиться в саду, попробуйте хотя бы недели 2 вот так вот походить, чтобы ребенок знал, что вы рядом, и она в результате, я очень надеюсь, садик этот полюбит.